Доброго времени суток. Хочу записать интро для людей, которые впервые. Если вы постоянный подписчик, можете просто в тайм-кодах там перелистать. Если вы впервые, вам лучше послушать, чтобы сэкономить ваше время. Значит, если подписчиков у меня почти 400, да, то уникальных пользователей больше 8000 и просмотров больше 20 тысяч. А что эти цифры говорят для меня? Что большое количество людей приходят впервые на канал, и они сталкиваются с непониманием, что за формат вообще видео. То есть, если написано какое-то название, сборка АПК из VSL, возможно, человек может прийти и искать, что здесь будет все об этом названии. Но это не так. Я прошу обратить ваше внимание, что вот здесь вот есть часть 30 сериала по созданию мобильного приложения. Да? То есть, если вы вклиниваетесь сразу в 30-ю серию, то вы не поймете, почему Хулио ненавидит Иглесиаса, да, и почему какой-то там другой персонаж там влюблен в какую-то другую героиню, да. Поэтому, если вы приходите за конкретным решением, здесь его часто нету. Я категорически против инструкций. Да, у меня бывают какие-то исключения, что я записываю там, допустим, 10 правил гигиены, но почему я их записал? Потому что я где-то неделю работал дистанционно, самостоятельно, и не выкладывал видео, и я записал все эти правила вместе за предыдущие видео. Но что я считаю, что максимально обучает? Максимально обучает это вот живые стримы. То есть, что есть тот канал, на который вы попали, это я веду реальную разработку, и я даю возможность вам подглядывать за моей жизнью. Вот где-то вот так вот. То есть, если в одном видео есть у меня где-то 5 прикольных вещей, которые там я с чем столкнулся, что приходилось как-то разрешать, то мне необходимо для названия выбрать что-то одно и показать его. Поэтому, когда вы будете просматривать видео, с одной стороны, это видео не будет полностью об этом, и в этом видео будет больше, чем только в названии. А какой формат будет подходящим для вас, если вы его примете? То есть, если вы примете, что вот так вот стримы, видеозаписи без купюр, они действительно для вас обучающие, более ценные, чем просто инструкции, потому что инструкцию записывает человек, который разбирается, допустим, в программировании, у него настроена среда не такая, как у вас, и знания у него не такие, как у вас, он выполняет какие-то действия, и у него получается результат. А если вы хотите, чтобы у вас получился результат, вот я снимаю вот такие вот обучающие стримы видео, где вы нарабатываете вашу личную компетенцию в IT-продуктах, в создании своего IT-продукта. То есть, если вы посмотрите все видео сначала, вы сами сможете веб-кодить. То есть, вот это мой посыл, мой майндсет, моя цель, что я здесь делаю и что я стараюсь показывать. Это продолжение видео по мобильной разработке. Как лучше всего смотреть? Если вы новичок в веб-кодинге, то лучше просто взять из самого начала, просто смотреть все видео с самого начала. То есть вот просто вот брать и смотреть, я не знаю, я под еду что-нибудь смотрю, то есть 20 минут я кушаю, и вот я что-нибудь смотрю. Вот эти видео, мой канал, это не какие-то инструкции, которые можно посмотреть и побежать что-то внедрять. Это 5, 6, 7 каких-то интересных моментов в одном видео, которые показаны
невозможно все вынести в анонс, в эту картинку. Да, в описании там есть что интересное и что можно посмотреть. Но, я бы не настраивался, что вот посмотрел и все. Это вот просто как сериал. Кушаете, включили, 20 минут посмотрели, все, отложили. Приблизительно где-то вот так. А сегодня это продолжение мобильной разработки, и если вы вклиниваетесь не сначала, то я не думаю, что это правильно. То есть вам нужна какая-то предыстория, то есть какие главные герои есть, какие у них взаимоотношения, кто кого любит, кто кого ненавидит. И это все вы заходите просто в плейлист, или вы просто сканируете вот этот вот QR-код здесь и сразу переходите в нужный плейлист. Если вы с ноутбука, то плейлист и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Так, здесь листаю. Или просто вот создание гибридного мобильного приложения. То есть мы находимся вот здесь вот. Здесь сейчас 29 видео. И вот мы продолжаем вот эту серию. Я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. И вот плейлисты. И здесь вот установка и настройка окружения. Вот здесь вот есть все видео по тому, что, как, где я работаю. И вы можете у себя настроить полностью ту же самую среду. Вы можете сканировать этот QR-код, либо вот просто зайти с компьютера плейлисты и вот установка, настройка окружения для веб-кодинга. Если говорить о том, связан ли как-то я с инвестициями, то я бы, наверное, сказал, что сейчас я чуть-чуть меньше связан с инвестициями, но при этом мне нравится организовывать хакатон, и первый уже прошел. К сожалению, не так, давайте глянем, не так много стран русскоговорящих принимало участие, и мне приходилось общаться на менторских сессиях только на английском языке. Вот страны, которые были или судьи, менторы, или участники. И вот там 1, 2, 3 место по бизнес-успеху и по влиянию на мир. Если вы желаете принять участие, то, пожалуйста, переходите на сайт и заполняйте регистрацию, и переходите вот сюда вот в Discord. И переходите в соответствующий месяц для того, чтобы участвовать. Ну что, теперь к нашей разработке. Я не увидел локально этого файла, поэтому давайте его стянем. Git clone, GitHub, и сюда вставляем меня веб-сайт. А где он находится? Вроде здесь. Должно быть мне доступно. Но он, наверное, приватный. Я там делал переезды всякие. Давайте его попытаемся сделать неприватным. Settings. Change repository visibility. This project is currently private. Тут, по-моему, надо пригласить пользователя. То есть мы сидим из-под пользователя, и мы должны принять коллаборатора. Так, давайте я пройду двухфакторку. Ноль 27 990. Да, пусти нас внутрь. И здесь мы должны добавить человека. Vibe code. Блогер. Обычный райд будет достаточно. Добавить.
мы его добавили. Я говорил, да, что я стараюсь их разграничить. И он у меня идет пользователям с ограниченными правами. Давайте примем здесь. Работаем в отдельном браузере. И вот здесь нас, я думаю... Нет. Это PR. А где? Вот. А, вот только что прилетело. Хорошо. Accept invitation. Странное что-то. Обновим. А, уже сработало. Я думаю, уже сработало, да. И теперь мы уже зайдем сюда. И попробуем стянуть этот проект. И он здесь появился. Мы можем его клонировать. Он не пустой. Давайте зайдем в... И просто удалим его. Давайте тогда по-другому. Просто через наш проводник это сделаем. Очистим. Или полностью даже удалим. И клонируем. Вроде бы получается. В это окно нет. Новое. Отдельно у нас сервак и приложение, отдельно веб-сайт, на котором мы будем что-то делать. Да. Разрешить. Надеюсь, вы не видели, что я ввожу. Вроде бы, да, вроде бы никаких следов ввода нету. Так, вначале я должен запустить еще одного разраба нашего, который будет запущен, допустим, из этой папки. CD сюда. Клауды. Да. Вот как хорошо, он уже сразу в bypass permission. Это прелестно. Так, это веб-сайт. Веб-сайт iWAS. Kid. Что у нас здесь? У нас уже все здесь сделано, найдено. Это мы можем спокойно закрывать. А куда надиктовывать? Смотри, здесь есть CI, локальный, и я прошу тебя накатить только локальный CI без YAML файла для GitHub Actions, но не ослабляй его по отношению к нашему проекту, примени его с полной строгостью. Сейчас мы будем разворачивать какую-то версию веб-сайта. У нас в нашем проекте не будет мобильного приложения, которое мы создаем. Это будет просто веб-сайт с мобильной версткой и с десктопной версткой. Поэтому прочитай все онбординговые файлы и напиши SDLC в точной строгости соответствия всему, чтобы новый ИИ не ломал старый код. И с TDD. Так, мы ему вот это скармливаем, и еще мы ему скармливаем, чтобы он посмотрел наш базовый файл по разработке.
Это по веб-сайту. Пусть он будет у нас. Здесь это у нас дизайнер. Дизайнер, советчик. Советник. Потому что мы его... А что у нас тут? Лупа, идет разработка. Ну, вот видите, вот так вот потихонечку мы так вот закинули, и оно там что-то делает. Задача сложная. Если просто без SDLC... Что такое SDLC, да? SDLC — это жизненный цикл разработки IT-продукта. То есть если без вот этих вот рамок, которые я выстраиваю для него, он бы быстро это все сделал, накатил, и мы погнали дальше. А следующий бы ИИшка пришел и все сломал. Вот. То есть мы выстраиваем все так, чтобы у нас сохранялся код. В предыдущих видео написано, как мы делаем это все. Повторяться не буду здесь. Ну вот, то есть он накатил Jest 339. Ага, это было. 60 новых накатил проверок. И 4 Red Baseline накатил тоже, что полезненько. Так, тема. Давайте мы этого запустим, чтобы он уже что-то делал. Давай разберу честно и начну с того, что поправлю сам себя, потому что в прошлом сообщении я перегнул. Сначала самокоррекция. Так не было прошлого сообщения. Я назвал вынос цветов токен файл единственным блокером перед продом. Это неправда, и я не хочу, чтобы ты на этом принял решение. Inline цвета не мешают тебе зашипиться. Приложение работает, кнопка красная. Оно отправляет тревогу. Токен файл — это инвестиция в скорость будущих правок, а не условие выхода в прод. Я его принял вперед, потому что он удобен мне как разработчику, а тебе как владельцу важнее другое. Достаточно ли хороший продукт, чтобы его увидели люди? Это разные вопросы, и я их смешал, извини. Так что разведем по-честному, что реально до прода. Короткий список. Это не про красоту, это про то, что safety приложение читается как недоделано или прямо ломает сценарий спасения. Контраст текста. Сливается, паника достижима большим пальцем и крупнее всего на экране. Состояние нет сети в момент тревоги. Самый злой сценарий. Длинные локали не рвут верстку. Где я не отступаю, палитру не трогай. Наверное, для жанра. И красный только паника. Самое интересное — Disguise. И тут я хочу поспорить с легкостью идеи. Маскировка под калькулятор. Понял. То есть он как раз мыслит так же, как и я. Супер, смотри, что я хочу, чтобы ты сделал. Вначале накати все вот эти вот изменения дизайна, которые есть. Я хочу их, чтобы ты сделал. И я хочу, и накати АПК-шку на мобилку, чтобы я глянул. Вот. А дальше мы уже приступим к тому, что я создам дополнительные 5 тем. Я понимаю, что я и еще несколько людей, кого я знаю, они могут просто перестать пользоваться приложением из-за того, что не нравится тема, которая используется пользователем. И я планирую, что тему, как и язык, можно выбрать прямо при установке приложения, при регистрации в нем. И будут еще 5 тем, которые я хочу, чтобы они обязательно были. Но вначале исправь то, что стили захардкожены, если они захардкожены, то есть стили должны быть вынесены отдельно в цветовую схему определенной темы, которые мы будем переключать. Но вначале приведи в соответствие вот эти вот все замечания, которые здесь есть. Маскировку под калькулятор нет, это мы не делаем. Мы сейчас работаем только по
дизайну, по теме, то есть можешь согласовать со мной вот эти вот все моменты по дизайну, по теме. Сейчас делаем только одну текущую, чтобы она была правильна по всем guidelines, рекомендациям. И только после того, как я одобрю, то я тебе вот сказал, что в будущем я тебе еще поручу дополнительно разработать темы. Задай вопросы по архитектуре, которые для тебя важны, чтобы мы это классно все сделали. Мыслим всерьез и надолго, делаем один раз и качественно, чтобы это потом можно было много раз переиспользовать. Потому что они часто предлагают мне какие-то такие вот временные решения, но какие временные решения, если я хочу через пару дней опубликоваться? Ну, никаких временных решений, тем более им, разницы абсолютно нету, делать правильно или делать наполовинку. Так, лупа здесь делается. Он на стадии пуша локального. Хорошо. И здесь не подсовывай мне, пожалуйста, пикер, задавай мне вопросы текстом, я тебе буду надиктовывать ответы. Здесь мы вначале настраиваем SDLC. Копируем из того проекта, чтобы, как-то у нас было. Стек сайта. Смотри, тот проект же у нас построен на TypeScript, чем мы здесь будем использовать JS. Но это же было бы нелогично, правильно? Насчет тестов, как мы делаем, предложи, как лучше всего. Если я хочу end-to-end тесты, то как нам лучше это всего делать? Лучше всего ли это делать через Playwright или нет? Как я понимаю, что через vtest и JS-DOM мы можем прокручивать до Playwright, если все нормально, то тогда уже крутим smoke, end-to-end, раунд-трипы всякие Playwright. Я предполагаю так. Многоязычность i18n поддерживаю. Да, будет 31 язык, все так же, да, как и в мобильном приложении. Да, deploy и work3 дисциплина точно такая же, как в сервере. Да, реально работающий CI, но только локально, без GitHub проверки. То есть мы исходим из того, что все разработчики осознанные, и CI нужен просто для помощи. То есть никто специально не будет байпасить, я надеюсь, и я очень надеюсь, что такого не будет. Чуть-чуть подожду здесь в интерфейсе, чтобы оно отреагировало. Да, вот чуть-чуть подожду в интерфейсе. То есть оно даже это подхватило. И ему еще скажу, если есть еще какие-то дополнительные развилки, варианты, что делать, что между чем выбрать, то задавай, говори, спрашивай. То есть до разработки я вначале накатываю защиту, чтобы никто ничего не стирал, то, что мы создадим. Так, здесь у нас тема хардкод в уже
зашитое что-то, что можно менять между темами. Принято план такой. Сначала я изучу реальную архитектуру, стилизация, как сейчас работает, выбор языка, чтобы тему сделать как язык. Да, это я ему сказал. При установке мобильного приложения, при регистрации там выбирается язык. Где хранятся настройки, потом задам тебе несколько по-настоящему развилочных вопросов. Мы их закроем, и только после твоего ок я завожу work 3 и иду в код вплоть до APK. Маскировку не трогаем. Согласен, только тема, дизайн, одна текущая по гайдлайнам. Сейчас я не угадываю, а смотрю код, чтобы вопросы были острые, а не общие. Запускаю 2 параллельные разведки. Это чтение в хост-копии. Он запустил 2 агентов, которые для него выполняют работу, чтобы он сохранил свою память. Ну, я не против. Пусть занимается. Главное, чтобы был результат. Так, здесь у нас смерджилось. Все хорошо. Лупа вроде бы работает. АПК накатил, тестировал. Могу тестировать. Сразу оттестирую сам, работает ли. Пусть он у нас поработает, то есть он может иметь доступ прямо к телефону, там потыкать, поделать скриншоты и сказать, все ли работает или нет. Часто он находит какие-то глюки сам, поэтому пусть занимается. А мы пока будем управлять. Мы же менеджеры. Так, хорошо. Разведка вернулась, и картина четкая. Сразу скажу, твоя интуиция вынеси стиль абсолютно верна. И хорошая новость, код к этому готов. Лучше, чем я ожидал, что реально в коде. 3 факта, которые определяют все. Стилизация однородна, 100% экранов. Никаких inline, style, окей. 259 захардкоженных хекс в 50 файлов, но всего 29 уникальных цветов. Тема языка, готовый чертеж для темы оформления. Темный режим прибит гвоздями нативно. 2 плагина. Ну да, я так и делал. Так, где цвета задаем? Мы из JS, значит, наша тема чисто JS свопы цветов. Они не трогают нативный Night Mode и не воскрешают призрака. Да, у нас там была призрак, которого мы сражались там, и на него мне пришлось даже включить более высокий режим X-High мод у Опуса. И он не мог поймать призрака, мне приходилось вручную ему объяснять, где призрак есть. Можете глянуть в прошлых видео. А что я решу как инженер, чтобы фундамент был правильный, не спрашивая просто, чтобы ты знал. Не спрашивая просто, чтобы ты знал. Класс. Диктует мне ишка. 2 слоя токенов. Примитивы, семантические роли, живое переключение, нативные плагины не трогаю. Призрак остается вылеченным. 1 крупный пиар, как ты любишь. Да, потому что у нас съедается минуты на гитхабе каждый прогон CI. Вопросы к тебе с моими рекомендациями можешь просто сказать «да» по всем. Среди будущих 5 тем будет хоть одна светлая. Давайте ему сразу скажем, что я планирую. Темы, которые планирую. А я тебе буду потихоньку отвечать на каждый вопросик, а ты, если что, ну, может быть, там какие-то новые вопросы у тебя появятся, или там, может быть, изменишь предыдущие. Пока иду по списку к 2 вопросу из 5, которые ты задал.
Так, что у нас второе? Тема синхронизируется между устройствами как язык. Или только локально на устройстве. Рекомендация пока только локально. Да, локально. Да, пусть будет только локально, не вопрос, пусть без связки с серваком. Пункт 2. Пункт 3. Нужен ли вариант авто, как в системе? Нет, не надо. Поведенческие правки. Честное состояние нет сети в момент тревоги. Хаб-диск на панике. Выношу в отдельные задачи. Это пиар чисто визуальный. Токены, контраст, дисциплина красного, перенос длинных локалей на кнопки, рекомендация да, выносим, смешивать поведенческую логику безопасно. Да, выноси отдельно, но делай все от начала до конца и не останавливайся, пока не остановишься. То есть нету такого, что ты там что-то одно сделал, такое я сделал первое и ждешь. Вот мы обсудили там план, грубо говоря, 3 пиара, и ты их вот делаешь до результата. Так, вначале тыкну сюда, чтобы подтянули все правки, и скопирую ему, чтобы он это уже видел и не потерял. Мне постоянно страшно, что что-то здесь потеряется. Такое случается. Поэтому мои опасения не безосновательны. Сейчас делаю только фундамент плюс одну тему без пикера выбора. Пикер выбери тему среди одной темы бессмысленен. Рекомендация сейчас фундамент токенов, одна вылизанная тема. Да, делая одну вылизанную тему, потом делая вот это вот отдельным пиаром, чтобы все было... вот этот пункт 4, поведенческие правки, а потом сразу накатывая вот эти вот темы, которые я тебе предложил с сохранением, вот этих вот guidelines там по дизайну. И сразу тогда уже появится там выбор между темами. Так что вот такие вот у тебя, можно сказать, 3 пиара. Если есть какие-то инфраструктурные вопросы ко мне, по архитектуре, то можешь задавать, а если нет, то можешь сразу выполнять. GPT очень быстро, конечно, определяет текст по сравнению с кем бы то ни было другим, так что, да, пока копировать, вставить из браузера, это то, чем я пользуюсь. Было много вопросов в комментариях, чем я пользуюсь, какую модель использую в хенде. Я там честно ответил, да, пробовал, тестировал, но под мои цели, задачи, видите, у нас тут 2 агента здесь работают, 3 здесь уже остановился, 4 здесь работал, остановился, так что, не всегда получается. Когда вхожу во вкус, то 6 человек, работающих в Linux, они там процентов на 20-30 видюху вообще загружают. Как получается, так не понимаю. Дочитал референсы, важное наблюдение. Зашит обязательный workflow. Думаю, спор делает. Да. Обсудить развилки. Да, абсолютно правильно. Вы сказали TypeScript, но не назвали фреймворк. Vanilla TS, White, моя рекомендация для лендинг-сайта продукта. Легче всего, ближе по духу к серверному Vanilla Node. Меньше зависимости, меньше поверхности для поломок. Lead Web компонент, если нужны переиспользуемые компоненты без тяжести React. Аргумент за Vanilla сайт персональной тревожной кнопки. Это в основном контент, плюс формы, плюс языки, React. Тут overkill, согласны на Vanilla. Развилка, как деплоится TS-сборка на pages без actions. Это ключевое следствие no GitHub actions. Pages не умеет сам собирать white без actions.
Значит, собранный артефакт надо коммитить в репо. Мой план void build, выход в док, cname кладем в паблик, void копирует, в настройках репо один раз переключаем pages на main docs. Чтобы никто не забыл пересобрать, добавлю строгий гейт в препуш. Док синхронизирован со свежим сборкой, собирайте во временную папку, сравните все ок с тем, что собранный док. Окей, развилка 3, стратегия i18n на статике 31 язык, как выбирается язык у посетителя. Клиент-сайт, моя рекомендация для старта, один набор HTML, язык подхватывается JS. Ну, вот тут вот я бы хотел засешить. Билд генерируем 31 версию страниц. Для тревожной кнопки органический SEO вряд ли критичен. Но если SEO важен, скажи, заложу Passbase с самого начала, потом мигрировать дороже. Да, важно. Так. Я не знаю, что выбрать. Я не знаю, что выбрать. Я бы сказал так, что я тебе могу помочь с выбором тем, что я расскажу будущее, а не настоящее. Мы стараемся делать сразу, один раз и хорошо, правильно. А в будущем сайт будет не просто статичной страницей, а это будет полноценный браузерный портал, который может выполнять те же самые действия, что и мобильный телефон. То есть фактически у нас будет гибрид десктопа с мобильной версией. И кто хочет веб-версию, мучает веб-версию, все подтягивается через сервак в мобилку. Кто хочет с мобилки все делает, если у него нету компьютера, ноутбука, да, то есть в будущем это у нас будет полноценный веб-сайт, не просто статичная страница. Может быть, от этого у тебя будут меняться инструменты, которые ты захочешь делать. SEO для меня очень важно, и я хочу, чтобы мы сразу правильно строили под SEO-дружелюбный формат. Мне это прям очень-очень важно, так что если ты сразу заложишь правильную основу, то это будет очень хорошо. Исходя из этих нововведений, ты мне можешь задать какие-то дополнительные вопросы, чтобы я тебе ответил, может быть, какие-то новые развилки у нас появились, которые нужно решить, договориться. Пускаем нашего третьего агента. Этот долго будет работать. Тут я ему нормально задал задач. Что у нас здесь? Лупа, футер, элементы. Так, давайте у нас разлогинен. У нас включен сейчас этот аутентификатор. Так, он вроде бы 3 минуты назад что-то делал. Создал АПК-шку. И накатывает ее. Ну, не знаю, вроде бы обычно там все происходило за секунды. У меня было ощущение, что ты просто ждал. У нас быстрая техника и легкое приложение, так что, установка приложения, по-моему, происходит очень быстро. Ты дольше 3 минут ждал, просто ждал. Как бы ты узнал, что что-то произошло? То есть какие отбойники у тебя стоят? И есть ли какие-то правила по SDLC, как поступать с установкой АПК-шки? То есть этот вопрос у нас еще никак не закрыт. А если никак не закрыт, то какие твои выводы, как быстро накатывается АПК,
и как нужно дать инструкцию следующему искусственному интеллекту, чтобы он правильно устанавливал и не ждал лишнего. Предложи мне текстом, я одобрю, что мы вписываем в SDLC. Ну и куда? Коротко для ИИшек. Видите, как четко отрабатывает ИИшек. 2 И большие, шаг маленькая. Так. Ну что, вот где-то такие видео я снимаю. Такой вот у меня сегодня день из моих будней веб-кодера. Надеюсь, было полезно, надеюсь, было интересно, надеюсь, что-то новенькое вы увидели. Можно сказать, что у меня знакомый занимается борьбой, и он ходит на борьбу раньше на час, а там как раз подростков обучают, там черные пояса, там, и он смотрит какие-то простые приемы, и он понимает, что он их или забыл, или даже с ним их никто не проходил, и так он повышает свою грамотность там в борьбе. Я знаю, что меня смотрят те люди, которым это сложно, но я стараюсь это делать все легко, просто начинайте смотреть с самого начала. Те люди, которые на волне, то есть они посмотрели все серии сезона, да, этого сериала, понимают, почему Хулия ненавидит Иглесиаса, вот, понимают, что здесь происходит. Вот. И есть люди, которые лучше меня в программировании. Я надеюсь, что вы тоже увидели для себя какую-то новую фишечку, подсмотрели, что можно использовать. Вот. Желаю вам повышать вашу IT-насмотренность. Надеюсь, будни веб-код блогера вам помогают в этом. И создавайте ваши проекты, миллионники, миллиардники в долларах. Желаю вам финансового успеха. Спасибо, если подписались, спасибо, если лайкнули, спасибо, если оставили положительный комментарий. Все, всех благ, хорошего дня, времени суток.